Всем добрый день! Вы на канале Вязание от Ангелины Азимов. Подписывайтесь на Яндекс.Дзен, YouTube, Рутюб, Телеграм-канал. И будем вязать вместе интересные, креативные, необычные вещи. Сегодня у меня из ниточек Анна 16, в 100 граммах 516 метров, крючком номер 2. Связана летняя ажурная туника, пляжная, такая тоненькая, вся в дырочку. Именно на лето, на купальник одели и побежали купаться. Я начинала вязать с кокетки. Кокетку мы с вами связали. А сегодня продолжаем и довязываем нашу пляжную тунику. У нас с вами есть кокетка, которую мы связали 2 дня назад. Я распределила поровну, да? Сделала маркер на пройме. И теперь наша задача: пройму вы вот определяете объем руки, чтобы вам было удобно с одной и с другой стороны. И теперь я хочу связать росток. Вот у меня зеленый маркер, это спинка. От одного маркера до другого. Узор мы с вами знаем. Вяжется все достаточно просто. Самое главное — распределить. Самое главное — распределить расстояние. При делении, если остается узора чуть больше, то лучше всего его оставлять на один мотивчик больше, на грудь. Спинку чуть можно меньше связать. Вот узор мы с вами знаем. Мы переходим в центр, провязываем 1, 2, 3 столбик, 4, 5, 2 воздушные петельки и провязываем. Я предлагаю связать 2 узора, 4 рядочка, 4, 5. Помните, да, этот у нас рядочек идет 1 столбики с чередованием, 2 воздушные петельки и 5, а второй ряд — это у нас галочки и домики. Вот 4 рядочка вяжем от маркера до маркера. Потом соединяем в общее тело. Я провязала 4 рядочка ростка. Каким образом? Вот мы с вами начинали, соединили, как обычно, провязали. Или даже нет, вот с этого мы рядочка начали. 5 воздушных петель, 2, 5, 2, 5, 2, 5. Потом соединили точно по узору. Домик, галочка, домик, галочка. Следующий рядочек 5 воздушных петель, 2, 5, 2, 5, 2. И самый последний ряд я провязала, вот он наш домик, и просто 2 воздушные петли и просто столбик. Вот. То есть узор у нас сохранен. Теперь нам нужно соединить с проймой, вернее с передом, пропуская пройму, но чтобы наш узор сохранился. Мы провязываем 1, 2, 3 воздушные петли. Это петли подъема нового ряда. Я провязала 4 рядочка. Вот они у меня. Ростка. Первый рядок, помните, у нас было 2 воздушные петельки, 5, 2, 5, 2, 5. Второй ряд галочка, домик, галочка, домик. Вот так же я и вязала. Третий ряд опять 5 воздушных петель, 2, 5, 2. И в самом последнем рядочке я вот так вот довязывала галочку, домик, галочка, 2 воздушные петли и просто столбик. Теперь нам нужно соединить. Мы начинаем вязание нового ряда. 3 воздушные петли. Наш маркер нужно соединить так, чтобы наш узор сохранялся. Значит, мы помним, что над галочкой у нас 2 воздушные петли. Здесь 5. У нас с вами набрано будет набрано 2 воздушные петли. Это значит еще 2 сделать. То есть нам нужно и здесь, да, просчитывать будет 2, тут 5. Значит, тут 2, 3 воздушные и 2. Это уже у нас узорчик. Тут будет 2, тут 5. Значит, мы вот сюда присоединяемся.
То есть мы с вами связали соединение 5 воздушных петель, 2 петельки. Теперь 1, 2, 3, 4, 5. Столбик с одним накидом. 1, 2. То есть мы помним, что над галочкой мы провязываем всегда 2 воздушные петельки, а над домиком 5. Вот мы с вами сделали такое соединение. 2, 5. Тут у нас будет 5, а здесь, соответственно, 2. И вязание мы закончим вот в этом месте. То есть мы дойдем вот сюда, соединим и пойдем в обратную сторону. Вяжем теперь до следующего маркера. Точно так же соединяем. Обязательно высчитывайте, чтобы узор обязательно сошелся. Очень легко сделать именно в этом ряду. У нас здесь просто воздушные арочки. Здесь у нас будет 2, 5, 2 и как раз 5. Да? Попробуем связать. И вот я довязываю в круговой ряд 5 воздушных петель, как мы с вами разговаривали. Вот у нас 5, арочка 2, 5 и здесь 5. У нас должно остаться, мы должны провязать, оставим 2 и присоединяемся. Вот, то есть у нас 2, 5, 2, 5 и дальше, да? Вот, все, мы совместили. Как мы теперь узор дальше вяжем? 1, 2, 3 воздушные петельки и соединяем. Там, где 2 у нас, как правило, домик, да? Вот он. 2 воздушные петли. Там, где у нас 5, у нас галочка. То есть весь узор повторяется. Самое главное просчитать, чтобы узор совместился в пройме. Вот. И если вы будете делать расширение, допустим, пройму связали, вернее, кокетку связали, но немножко не хватает объема, тогда мы набираем здесь воздушных петель больше петель набираем, но обязательно нужно просчитать вот эти вот арочки. 5 воздушных петель, 2, 5, 2, 5, 2, для того, чтобы узор совместить. Вот, теперь вяжем все по кругу. Сильно узко не вяжем, вяжем пошире, пускай это будет. Это все-таки у нас пляжный вариант. Вот, такой свободного ношения. Вяжем по кругу до необходимого размера, обычно 60 сантиметров, 80. Тут уже, смотрите, ориентируйтесь сами. Вот. И у нас получается вот такая красивая ажурная работа из тонких хлопковых ниточек. Связали росток и вяжем узор. Самое главное совместить красиво, чтобы узор был везде правильно подобранный. Что у меня получилось? Поставила маркер я на росток. Вот он мой росток, на спинке, конечно же. Объединили и вяжем, 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 вяжем на ту длину, которую вам хочется связать. Это уже в зависимости, можно и платье связать, можно кофточку, можно топик. Тут уже все зависит от вашего желания. У меня ушло 200 грамм очень красивой пряжи. Крючком я вязала номер 2. Всего лишь навсего чередую 2 рядочка. Вот они у нас. Один ряд у нас идет столбик 5 воздушных петель, столбик 2 воздушные петли. Это вот такой один ряд. А второй ряд, и мы их все время повторяем, там, где у нас 2 воздушные петельки, мы вяжем домик. Там, где 5 воздушных петель, мы вяжем галочку. Между ними 2 воздушные петельки. И опять ряд, где идут воздушные петли и столбики. Всего лишь 2 рядочка, и создается вот такой интересный узор. Летний, ажурный, как раз для пляжной туники. Расход 200 грамм. Что еще хотелось бы сказать? Допустим, если вы считаете, что вырез слишком широк, можно привязать лямочки. Просто лямочки с одной стороны и с другой привязались.
конечно, заметили расстояние, привязали крючок и, допустим, 3-4 клеточки, связали столбики с одним накидом, лямочку привязали к спинке и точно так же с одной стороны и с другой пришить лямочки, привязать, и это будет уже такой как сарафанчик. Это как идея. Вот. Предлагаю на лето жаркое, связать такую интересную летнюю идею с очень тонкого хлопка Анна 16. Ссылочку на пряжу я напишу в описании под видео, и можно получить при покупке в магазине пряжа скидку 5%, если вы напишите промокод Ангелина22. Вот такой узорчик симпатичный. Обязательно пишите в комментариях, как вам узор, как вам пляжная туника. Надеюсь, вам понравится. Огромное спасибо, что досмотрели ролик до конца. До новых встреч!